Yönetici olmak böyle bir şey. Ama ben mantıklı olmak zorundayım. Tamam da biz insanız ya, hani sayılardan oluşmuyoruz. Biz kan, kemik, kalp, sinir sisteminden oluşuyoruz ya hani. Çalışanların senden nefret ettiği bir yerde kalman gerçekten zor. Biz eğer otele ek gelir bulursak bütün çalışanlar atılmaktan kurtulacak ya. Kızım sen manyak mısın ya? Ne sorun çıkabilir ki? Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Каан, который изучает финансовую отчетность отеля построчно, начнет видеть расходы на персонал как одну из главных причин убытков, которые накопились за эти годы. Особенно, когда он поймет, что зарплаты некоторых сотрудников, которые из прошлого, но не вносят вклад в развитие отеля выше, чем необходимо, он захочет провести большую уборку. Для Каана это будет не только холодным решением, но и вопросом избавления от бремени прошлого и реструктуризации отеля. Отель станет для него не только коммерческим предприятием, но и пространством, где он сможет выйти из тени своего отца и показать свое собственное видение. Однако отголоски этого решения вызовут бурю в коридорах отеля. Когда Нилюфер посмотрит список сотрудников и увидит имя Камиля среди тех, кого нужно уволить, она сначала удивится. Камиль – дисциплинированный, но также и отеческий человек, который годами работал в качестве опоры отеля, заслужил всеобщее доверие. Тот факт, что его уволят, сведет Нилюфер с ума. Она начнет нападать на Каана, говоря, это не дворецкий, это столб, который убирают из отеля. В эти моменты Нилюфер будет бросать вызов Каану напрямую, впервые стоя перед ним со слезами на глазах. Эта встреча также будет неожиданной для Каана. Он увидит, что в глазах Нилюфер она не просто человек долга, который следует приказам, но и тот, кто выступает против несправедливости, когда это необходимо, и принимает решения по совести. Этот спор также будет подпитывать эмоциональное напряжение между ними. По мере того, как логика Каана и сердце Нилюфер сталкиваются, их связь будет усложняться. Потому что Каан постепенно поймет, что он беззащитен перед искренностью этой женщины. Когда сотрудники услышат об увольнениях, они начнут с тревогой задавать друг другу вопросы. Слухи будут распространяться, и каждое утро взоры будут устремляться на руководящий этаж. Поскольку неизвестно, кого выгонят, все будут настороже. В этой атмосфере беспокойства начнется серьезное охлаждение к Каану. Особенно работники кухни и пола начнут разговаривать между собой и реагировать. Севиль воспользуется этой обстановкой и немедленно вмешается. Она начнет манипуляции, чтобы обратить это негодование по отношению к Каану в свою пользу. Севиль будет критиковать безжалостный стиль управления Каана, с одной стороны, а с другой стороны, она создаст эмоциональный фронт, сказав персоналу: «Мы были такими раньше». Она будет подпитывать кризис мелкими интригами, чтобы еще больше усилить влияние решений Каана на персонал. Она предпримет скрытные шаги, чтобы навредить репутации Нилюфера в отеле, но на этот раз и Каан, и Нилюфер будут более осторожны. Нилюфер не будет сидеть сложа руки, чтобы разрешить кризис. Она подаст Каану идею создания новых источников дохода для защиты персонала отеля. Каан поначалу отвернется от этой идеи, и хотя он будет демонстрировать снисходительный подход, например, «Ты что, ходил на рынок продавать пирожные?», он сдастся, столкнувшись с решимостью Нилюфер. Нилюфер попытается использовать невидимые зоны отеля, планируя такие мероприятия, как организация свадеб в бутиках, фотосессии и недели гурманов. Таким образом, она одновременно увеличит рекламу отеля и откроет новые каналы дохода. Однако, когда агентство, для которого она запланировала мероприятие, прибудет с неподходящим временем и оборудованием, начнется огромный хаос. Нилюфер останется одна среди реакций и впервые почувствует себя беспомощной перед Кааном. Но именно в этот момент Каан вмешается и скажет: «Это не только твоя проблема, это наша проблема», и разрешит кризис, поддержав Нилюфер, не смущая ее. Этот шаг поставит Каана в совершенно другое место в глазах Нилюфер. Она поймет, что он больше не просто человек, который отдает приказы, а тот, кто разделяет ответственность. После этих событий Севиль поймет, что контроль ускользает из ее рук.
Особенно тот факт, что Каан так сильно поддерживает Нилюфер и защищает ее, сведет Севиль с ума. Ревность, смешанная с обидой, которую она испытывает к Каану, уступит место гневу, похожему на ненависть. Она сделает все возможное, чтобы вернуть себе власть в глазах сотрудников и принизить Нилюфер. Но все больше не будет идти так, как она хочет. Ошибка или недоразумение, которое Нилюфер допустила в прошлом, например, плохо спланированное мероприятие или доверие не тому человеку, снова вызовет споры в отеле. Севиль захочет сделать эту ситуацию масштабнее, но на этот раз Каан будет стоять за Нилюфер. Поскольку он уверен в ее добрых намерениях, он будет стоять за Нилюфер независимо от размера ошибки. Это привлечет внимание всех в отеле. Каан продолжит изучать старые записи отеля во время этого процесса. Финансовые документы, информация о собственности, контракты. Когда он просканирует их все подробно, он найдет некоторые документы, которые показывают, что у Нилюфер действительно есть законное право на отель. Этот документ будет основан на праве, которое исходит от отца или матери Нилюфер. После того, как Каан передаст эту информацию своему адвокату и получит подтверждение, он примет важное решение, он предоставит это право Нилюфер. Однако неизвестно, как на это отреагирует Нилюфер. Поскольку Нилюфер годами пыталась встать на ноги, она пришла к этому моменту не по чьей-либо милости, а собственным трудом. Но если она возьмет на себя ответственность за это наследие, она больше не будет просто сотрудницей, а партнером в отеле. Это радикально изменит баланс вокруг Севиль и Каана. Нилюфер больше не будет просто женщиной, стоящей рядом с Кааном, она станет сильным партнером, идущим бок о бок с ним. И в конце концов Нилюфер возьмет на себя ответственность за это право. Родится Нилюфер, которая будет защищать право сотрудников, которая не будет преклоняться перед играми Севиль, которая не будет стоять рядом с Кааном, а будет говорить с ним на равных. Она больше не будет просто работницей отеля, у нее будет право голоса в будущем. Севиль же постепенно потеряет свое влияние в этом новом порядке. Пока Каан и Нилюфер идут вместе, судьба отеля тоже изменится. И, возможно, на этом пути, полном конфликтов, между ними возникнет любовь, которой Каан и Нилюфер не смогут противиться. На данный момент мы подошли к концу очередного анализа. Вы можете поделиться своими ценными мнениями в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления для получения новых видео. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. До свидания.